Кто у нас на связи? Альбион. Альбион? Угу. Это что за цивилизация? Первый раз такой слышу. Это один из моих кураторов. А какую цивилизацию представляет? Тебе не нужно знать. Хорошо. Давай зададим вопрос первый. Кто такие люди с сети и как это работает? Души, которые проснулись в свое время, кодировка 11, 10, 10. Это что такое кодировка 10, 10, 11, 11? Вы их называете временными петлями или временными порталами. Это когда тебе везде начинают мерещиться эти цифры. Угу. Сигнал на уровне души. Ты себе сам поставил эту метку, что в определенное время ты проснешься, и ты везде будешь видеть определенные числовые последовательности. И они будут маячить, и ты все время их будешь замечать, у тебя глаза просто будут как будто притягиваться к этим числам. Это та кодировка, когда тебе говорят, пора просыпаться и пора вспомнить, кто ты. Ты просыпаешься, то есть, по сути, это как сигнал пора действовать. И у тебя в тот момент большая часть из тех планируемых событий, которые запланировала группа душ, что в этот момент ты подойдешь к определенному этапу в своей жизни, когда больше так жить нельзя. У тебя наваливается куча всевозможных ситуаций, которые тебя вводят из равновесия, вводят в депрессию. Не обязательно, что у тебя что-то происходит глобальное, негативное в жизни. Это может быть и просто депрессия. Ты не можешь понять, что сейчас происходит с тобой. Ощущение безысходности. И когда появляются эти цифры, и тебе говорят, пришло время просыпаться. И от этого состояния, что у тебя чисто безысходность какое-то моральное, физическое, и опустошенность, ты начинаешь задаваться вопросом, кто я? Кто я? Зачем я здесь? Я не мог прийти сюда для того, чтобы испытывать этот спектр чувств. И тогда внутри себя ты задаешь этот вопрос, и алгоритм работает так, что ты начинаешь задавать этот вопрос Вселенной. И чувство внутренней безысходности, как будто я не должен быть здесь, я должен быть где-то в другом месте, и как будто это не моя реальность, это так, это не твоя реальность, просто ты в ней был до определенного срока, чтобы пробудиться. И тогда подключаются все системы, как только ты решил вспомнить, ты просишь, чтобы тебе помогли вспомнить то, что ты давно забыл. И со всех сторон начинают подключаться кураторы, наставники, ангелы, архангелы. Твоя команда, твоя божественная команда, она присутствует как на Земле, так и в других пространствах. И любым удобным способом для твоего понимания начинают активизироваться подсказки. У тебя просыпается вилочковая железа, которая начинает вырабатывать кодировки, как распаковка архивов, которая действует на подсознание. И подсознание начинает работать в другом ритме. Это как для мной, это будет как код КС. Что такое код КС? Это код раскодировки ДНК. Ты не будешь понимать, что это, просто ты будешь видеть это сочетание и не понимать, что это, но этот код будет действовать на твою шишковидную железу, задавая определенный ритм. А затем подключаются все остальные и начинают готовить твое тело через сон, через энергетические взаимодействия с тобой, давая тебе новый импульс к тому, чтобы ты начинал искать. Это как твой личный код активации для того, чтобы ты включил внутреннего следопыта. Тебе поставляются энергия любви, заботы. Превращается в такой веселый курс. С тобой играют, и тебе очень это нравится, что везде знаки, везде импульсы, везде какие-то причинно-следственные связи, которые ты начинаешь расшифровывать. И все это ведет к тому, чтобы ты начал изучать себя и очищался. Работа идет как на физическом уровне, с помощью того, что благодаря тому, что ты начинаешь погружаться в всевозможные практики, тебе становится это очень интересно.
Ну и какие-то физические аспекты начинают вылезать из тонких физических тел, тебе требуется очищение. Для некоторых категорий тебя могут загнать в состояние, когда ты не можешь не искать. То есть у тебя во время активации вылезают возможные болезненные ощущения, ощущение деформации внутренних органов, отечность, головной боли, симптомов настолько много, что ты бежишь по всем врачам, а никто не может дать ответ, что с тобой происходит. Все анализы в норме, но тело ведет себя иначе. Ты продолжаешь очищение, ищешь поиски очищения и то, как себя можно вылечить. Эффект практик помогает, ты чувствуешь это на своем теле, и происходят разные метаморфозы со всеми тонким физическим телом, со всеми телами. У тебя начинают чакры работать по-другому, ты начинаешь ощущать в себе энергопотоки, кодировок становится все больше и больше из разных источников, то есть это как поиск в огромной сети интернет, но только это в жизни. То есть у тебя вся жизнь становится одним поиском кодировок. Ты как голодный человек, испытывающий голод, жажду, и не физического, а именно информационно. Ты начинаешь искать эти кодировки, где ты их разбросал, когда ты планировал свою жизнь. Каждая кодировка начинает распаковывать новые и новые архивы, у тебя начинают распаковываться прошлые жизни, слайды из этой жизни, где у тебя была заблоченность, то есть пересмотр как киноленты своей жизни в этом времени, и так долго длится, какое-то время длится это очищение твоих структур, чтобы ты вышел на новый уровень осознанности, понимания и раскрытия себя. А затем подключается родовая сеть, и ты начинаешь анализировать, как это все взаимосвязано с твоими прошлыми воплощениями и с теми людьми, которые присутствуют в этом пространстве, какие роли вы играли, почему вы здесь и сейчас именно с ними. То есть ты понимаешь, что вообще нет ничего случайного, и учишься понимать эти причинно-следственные связи уже на более широком уровне, в виде не только себя, но и твоих окружающих. Сетка начинает расти, когда происходит очищение родовой сети, пусть даже не в полном масштабе, там процентов на 50, это как нейронная сеть начинает разрастаться, то есть ты как ячейка этой нейронной сети, и ближайшие клетки тоже начинают пробуждаться. Ближайшими клетками с тобой являются твои родственники и близкие. Когда эта сетка расширилась, импульс энергии в тебе все больше и больше растет, ты можешь больше проводить, потому что тела тонкие физически более очищенные, они могут проводить больше энергии. Соответственно, в твою родовую систему, в твоих знакомых, друзей, все кармические, все эти истории, и через них сетка тоже растет. То есть они начинают выпускать свои нейронные клетки, ближайшие. Сетка множится и приумножается, подключаются другие люди, и процесс принимает более глобальные масштабы, относительно той точки, в которой ты находился. Это как вырастить новый орган, да, это огромная группа клеток растет и растет. Для чего? Для того, то есть один пробудился, пробуждает других. Другие пробуждают третьи четвертых, и этот импульс энергии помогает собрать кластеры. А что такое кластеры? Это скопление групп душ, это не одна группа душ, это то, когда группы душ договариваются между собой, что на определенном этапе они смогут объединяться. Это длительный процесс во времени, не знаю, как описать, просто огромное количество таких, как пузыри ячеек светящихся, как коконы, такие
знаешь, напоминает вот паучий кокон, когда-нибудь видел? Ага. Вот из таких вот ниточек тонких, много тонких, и таких коконов очень много, и они вот как будто начинают от одного зажигаться, и вот вокруг целая сетка из этих коконов. Раньше было разъединение, то есть все коконы разъединялись и тухли для того, чтобы кокон не соприкасался друг с дружкой, как и клетка. Его нужно было заточить в плотную оболочку, то есть верхний слой. Нужно, чтобы он не светился и не проводил. Вот эта ячейка, как личинка внутри. А сейчас эти коконы начинают светиться и взаимодействовать друг с другом по вот этим вот ниточкам, которые окружают кокон, как импульсы, как нейронная связь через электричество. Вот вижу, как электрические импульсы такие расходятся. То есть я правильно понимаю, что эти люди являются, условно говоря, спусковым механизмом, чтобы запустить другого человека на пробуждение? Катализатором. Но ты это делаешь не потому, что ты там воздействуешь именно, как-то там уговорами, разговорами, то есть вот прям через давление, насилие, да? А это получается, что ты, работая над собой, прорабатывая себя и свою внутреннюю структуру, узнавая, кто ты, что ты, и как бы расщепляя вот то, что сжимало кокон, работая через себя, активируешь других. И это работает не через вне, а через внутренние процессы твои. То есть как только кокон твой зажегся, рядом коконы тоже начинают поджигаться. Это как, не пирамида, а вот знаешь, как игра такая была, где на такой табличке нарисованы были эти цифры точками. Домино. Как эффект домино. Они стоят в ряд, и на одну нажал, и другие повалились. И здесь то же самое, как бы вот такой эффект домино, растекание всего этого. Эти люди могут быть неосознанными? Да. То есть они могут просто жить и неосознанно запускать процессы других? Если в человек живет по законам Вселенной на уровне души и на уровне тела, то в принципе он уже своим существованием запускает своих окружающих, потому что он такой, другие с ним не смогут находиться, то есть вокруг него только такие же. Подобное притягивает подобное. И как бы они своими действиями и намерениями, мыслями формируют вот свою ячейку пространства. Здесь то же самое. Не знаю, мне сейчас показывают несколько подвидов людей сетей. Это одна из вариаций человек-сеть. Есть еще другая вариация человека-сети.